Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Предлагаю ввести термин, когда ты влюблен настолько, что никакими словами не описать. Например, Чангук. Девятое место. Очень люблю этот момент, они тут такие нежные и сладкие. Тэхён говорит: «Я люблю тебя». Чангук застенчиво улыбается и отвечает: «Я люблю тебя». Восьмое место. Совпадение или нет? Dispatch опубликовал информацию о travel-шоу. Разница в том, как Dispatch использует слова. Очевидно, они всегда стабильны, поддерживают и не смущаются в использовании подписи Тэйкук. Сайт новостей знаменитостей номер 1, крупная СМИ в индустрии K-pop Dispatch, не думает использовать хэштег Чагу. Умудриться флиртовать даже в танце. Могут, умеют, практикуют. Инстаграм брата Чангука. Говорите, в шоу трейлер будет. А чьи-то знакомые пальчики выглядывают в кадре из трейлера. Что-то мне подсказывает, что фотобук Тэхёна раскроет много неожиданного и интересного. Седьмое место. Нежность на максимум. Шестое место. Поведение пары. Тэхён, правда, старается сдерживать хоть как-то себя, свою всегда рвущуюся широкую улыбку, не быть столь очевидным, но не получается. Чангук сказал: «У меня больше воспоминаний о том, как я держу чью-то руку». И эти фото, где Чангук и Тэхён держатся за руки. Чангук и Тэхён понимают друг друга без слов. Пятое место. Они словно вылезли из романтического фильма. Четвертое место. Забота.
Чангук, как многие интроверты, нервничает, когда один, даже если и кажется очень уверенным. Хорошо, что у него есть тот, кто может поддержать в такую минуту. Третье место. Новости. Армия поделилась информацией о том, что недели 2 назад Юнги и Джин посетили столь любимый Чангуком ресторан Доузон Буч. Прикол в том, что они были там в один и тот же день, но не вместе, а в компании других людей. И эти люди не мы с вами. Еще одна милая новость. Хирай Сая поделилась в своем инстаграм фото с празднования годовщины свадьбы с актером Шим Хён Так, который устроил сюрприз и доставил на праздник ее близнеца. Агрессивно жду их с Чангуком встречу. Искусственный интеллект показывает, как все было на самом деле. Получил награду «Лучшая весенняя музыка» на премии ТМА-2024. Он является первым и единственным сольным исполнителем, который дважды получил награду «Лучшая музыка» с песнями «Slow Dancing» и «Friends». Роза на языке цветов – это любовь, страсть и уважение. Популярная филиппинская актриса Тани Гарсия опубликовала в Инстаграм несколько историй, в которых звучат песни Golden, потому что она фанатка Чангука. В футболке Seven фотографируется, держась за руки со своим кумиром. Тот самый знаменитый микрофон Тэхёна. Новый Merch Box 17 – это оформление в стиле Лэйоува с сумкой Крим Бостон, тапочками Лэйоува и мерч-боксом Лэйоува. Они такие красивые. Sweet Night теперь имеет право на золото. РИА в США за 500 тысяч копий, проданных в стране. Видео для зависания. Вот как? Даже не стараясь, Чангук всегда выглядит невероятно сексуально.
СМИ пишут, у Чангука и Тэхёна самые изящные ноги. У Тэхёна длинные ноги, безупречные пропорции тела и модельная внешность. Рост Тэхёна составляет 179 сантиметров, и большая часть приходится на его длинные и стройные ноги. Привлекательная внешность позволяет Тэхёну выглядеть потрясающе, особенно армии обожают Тэхёна в кожаных штанах. Это реально вау. Тэхён – высокий парень и не нуждается в ботинках на каблуке, но время от времени надевает их для фотосессий. Неудивительно, что подобное сочетание внешних данных делает Тэхёна не только талантливым музыкантом, но и иконой стиля, вдохновляющей многих. Говорят, можно бесконечно смотреть на огонь, воду, небо и, конечно, на Тэхёна. У Чангука самые сексуальные ноги. Поклонники в шутку пишут, что хотели бы иметь столь безупречные ноги, как у Золотого Макне. В одном интервью всем участникам задали вопрос: какую часть тела вы считаете самой сексуальной у себя? Чангук ответил: «Мои бедра фанаты часто обсуждают. Я занимался тэквондо с малых лет, именно поэтому мои бедра сейчас так выглядят». Фанаты не раз восхищались накачанным телом Чангука, а в основном его ногами и мощными бедрами. Затем его ответ прокомментировал Намджун. Чангуки на самом деле совсем не уверен в своих ногах. Но его бедра очень мужественные и сильные. И все равно у него есть личный комплекс. Он часто говорит мне: «Хён, мои ноги выглядят толстыми». Красивые ноги не обязательно должны быть длинными. Чангука можно назвать парнем с самыми изящными ногами, о которых можно только мечтать. Чангук идеален по всем параметрам. Во-первых, у него идеальная внешность. Во-вторых, стальной пресс. В-третьих, в меру накачанные и длинные ноги. Чтобы его ноги были всегда в тонусе, Чангук активно занимается спортом. Обычно парни уделяют огромное внимание мышцам рук и пресса, а вот про ноги совсем забывают. Но только не Чангук. Действительно, его накачанные икры и выпуклые ягодицы сведут с ума любого. Вот мы и посплетничали и обсудили ноги Чангука и Тэхёна. У кого из ребят самые изящные и красивые ноги? Как вы считаете? Они одинаковые. Имена, которые Чангук даст своим будущим детям. Однажды участников BTS спросили, во сколько лет они хотели бы жениться. Чангук ответил: 100. Другими словами, он, возможно, не планирует в ближайшее время остепениться, но он открыт для разговоров о своем гипотетическом будущем с армией. Чангук заходил в Инстаграм как-то, чтобы опубликовать новый видеоклип и пообщаться с армией. В одной из историй в Инстаграм Чангук пригласил фанатов задавать ему вопросы в течение примерно получаса. Одна фанатка спросила: «Как бы вы хотели назвать своего ребенка?» А Чангук все это уже спланировал. Он хочет назвать своего ребенка Чон Соль, что переводится как Чон Легенда, в надежде, что они вырастут и станут легендарными. Другой вариант – Чон Юль, Чон Трепет или Чон Мурашки, внушающий благоговение человек, который заставляет других дрожать. Учитывая, насколько легендарен сам Чангук, нет сомнений, что его ребенок будет необыкновенным. Чангука спросили, чем он занимается в свободное время. Он ответил, что ничем конкретным не занимается. Но затем Тэхён упомянул, что Чангук сейчас читает английский роман, а затем Чангук добавил, что он купил английскую книгу в интернете. То, как Чангук и Тэхён делятся друг с другом списком книг для прочтения. 제일 좋지. 정우 씨 요즘 책 읽습니다. 어떤 책 읽는지 좀 여쭤봐도 돼요? 아, 최근에 이제 인터넷으로 영어 책 샀어요. Интересный факт. Буква V в английском алфавите – единственная буква, которая никогда не оглушается ни в одном слове. V всегда доминирует и заметно почти в каждом слове, в котором оно встречается. Прямо как Ким Тэхён. Это милая разница.
Чангук чихает как милый зайчик, а Тэхён как свирепый тигр. Тэхён сказал: «Мне нравится родинка под твоими губами, она вдохновляет меня». Эта родинка только для поцелуев Тэхёна. Когда Чангук замер на 11 секунд, чтобы показать нам свой браслет и то, как он продолжал улыбаться. 쇼트 준비해서 유엔 본부로 갔는데 저는 이제 한숨 못 잤습니다. 아 근데 딱 가는 순간 잠이 확 깨더라고요. 딱 맞아요. 와. 저는 개인적으로 오늘이 Тэхёна упомяни в социальных сетях, поскольку Compose Coffee – одна из третьих по величине кофейных франшиз в Южной Корее, как сообщается, продаст свои 70% акций филиппинской компании Jollibee Foods. Поклонники воспользовались социальными сетями, чтобы выразить свое восхищение, поскольку они считают, что было бы здорово попробовать кофе этого бренда в других странах, помимо Сингапура. Влияние Ким Тэхёна огромное. Всемирно известный Тэхён, который никогда не перестает демонстрировать свое бесценное влияние на все, частью чего он является. За тот рост, который он им приносит, он заслуживает еще больше миллионов в своем кармане. Всем известно, что ему заплатили солидным чеком, но это ничто по сравнению с быстрым ростом бренда. Влияние Тэхёна безумно. Огромный рост, который он обеспечил Compose Coffee всего за полгода. Это большое влияние Тэхёна. У Jollibee есть франшизы по всему миру, так что, если они решат сотрудничать, они могут стать совместными брендами. Тэхён и его ассоциации с брендом впечатляют меня. Его влияние огромно. Он айдол номер один в большинстве стран и на всех основных рынках. Я рад, что поклонники по всему миру наконец-то могут это понять. Поклонники отметили, что сотрудничество между Compose Coffee и Ким Тэхёном привлекает внимание мировых компаний. Они предположили, что приобретение кофейного бренда Jollibee Foods приведет к открытию франшизы в других странах. Фанаты говорят, когда Compose Coffee объявили Тэхёна своим послом в рамках празднования их десятилетия, они ясно сказали, что хотят использовать его статус мировой звезды для расширения по всему миру. Они знают о его влиянии и намеренно выбирают его по этой причине. Блестящий ход. Я действительно впечатлен их деловым подходом. Неудивительно, что они сейчас так успешны. Они действительно знают, что делают, и привлечение Т в качестве модели их бренда было одним из лучших решений, которые они могли принять. Глаза не врут. Джин признан артистом, которого пользователи сети больше всего хотят видеть в мюзикле. В опросе под названием «Вокалисты, которых вы хотите видеть в мюзиклах», который проводил My 1 Pig, Джин занял первое место. Джин не только блистает своей привлекательной внешностью, но и демонстрирует выдающиеся музыкальные навыки как артист, автор песен и композитор в различных музыкальных жанрах. Участник BTS также заслужил похвалу за свои стабильные и очаровательные вокальные данные, а также похвалу за свой кристальный и серебряный голос от СМИ. Музыкальный руководитель Джеймс Осери также дал ему прозвище «Король Белтинга Звездочка» за его точную интонацию и мощный резонанс. Белтинг дает вокалисту яркий, плотный, громкий, сильный и драйвовый звук на верхнем пределе грудного звучания. Этим приемом идеально владеют Кристина Агилера, Адель, Уитни Хьюстон и Селин Дион.
Даже в таком плохом качестве мы видим их любовь. Трое сотрудников дочерних компаний Hype, агентства, стоящего за суперзвездами BTS, были обвинены южнокорейскими прокурорами в инсайдерской торговле. Их обвиняют в продаже акций агентства до того, как участники BTS объявили о своем перерыве 14 июня 2022 года. Просто невероятный в этой красной рубашке. Тэхён на интервью. Умиляюсь над тем, как Чонгук достиг своего пика счастья, рассказывая историю любви своих родителей и то, что его мама гонялась за его отцом, потому что он был хорош собой. Посмотрите на самую широкую улыбку нашего романтичного мальчика. Они в любви, и это не обсуждается. Давайте вспомним солнечный Сейпан 2018 и такую яркую летнюю фотосессию. Второе место. Это так интимно. Первое, что приходит на ум, глядя на то, как руки Чонгука блуждают по телу Тэхёна. Правильно. Это слишком правильно. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry.
Однажды Чангук сказал, что его отношения с Тэхёном не для камер, и действительно, им не нужно таскать за собой став и камеры 24/7. Чтобы сходить в боулинг, отправиться в отпуск вдвоем, посетить мюзикл, снять виллу или просто отлично провести время друг с другом. Как бы хайп не пыжился и не пытался доказать обратное, в сеть все равно утекают громкоговорящие кадры, в том числе и от самих парней, которые наглядно показывают, кто на самом деле в группе близко общается. При этом о многих моментах мы бы вообще никогда не узнали, если бы Вигу сами не поделились бы с нами, имеющие глаза да увидит. Только пальчиком поманил. Теория о снах Чангука. Игру, которую Чангук и Тэхён советовали и сказали, что играют до поздней ночи, называется It Takes Two. Это игра для парочек, где персонажи в конце целуются, поднявшись вверх в портале, и между ними распускаются фиолетово-зеленые фейерверки. Чангук и Тэхён сказали: «Обычно мы играем всю ночь и спим, когда восходит солнце». Чангук на эфире описал точно такой же сон, где он счастливо летал в портале и не хотел просыпаться. Чангук сказал: «Вы когда-нибудь мечтали летать в небе? Говорят, это счастливый сон. Мне 3 раза снился полет. В первом сне я летал в режиме свободного обзора, как в игре. Я летел и подошел к порталу, состоящему из облаков. У меня были мурашки по коже от счастливого сна. Я даже подумал: о боже, что-то может случиться с Землей, и испугался. Я думаю, что сон означает, что произойдет что-то действительно хорошее. Надеюсь, что случится что-то хорошее со мной или окружающими меня людям. Или тем, кого я люблю. Я летал во сне. Я могу быть персонажем из игры. Когда вы играете в игру, они предлагают свободный режим просмотра. В этом режиме вы можете свободно передвигаться. Я был таким. Я летел. Я не помню, как это сделал. Я летел, но я напрягся и упал прямо на землю, как в игре. Я подумал, ударился о землю. Но я прошел сквозь землю, это было очень похоже на игру, в которую я играл. Там есть карта, вам предстоит пройти карту. Мне 3 раза снилось, как я так летал. 3-й сон был потрясающим, потому что он был просто идеальным. Небо и звезды. Это было похоже на космическое пространство с галактикой. Это было так красиво. Напоминаю, что Чангук и Тэхён очень любят звезды. Первое место. Тогда Тэхён переживал, что его лицо опухло, потому что он поел чиджамен в 3 часа ночи. Чангук неожиданно появляется и говорит Тэхёну: «Ты хорошо выглядишь». А Тэхён дает знак, что камера включена. Не будь очевидным, и Чангук исчез так же быстро, как и появился. То, как Чангук оглядел его с ног до головы, я не могу. Веселый факт. Big Hit удалил этот момент через 5 минут. Сейчас на официальных платформах его нет. Их эти взгляды друг на друга. Любимый момент. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.